Античные философы кажутся нам образцами строгой мудрости. Но реальность была гораздо суровее и страннее. В древности граница между гениальностью и безумием практически не существовала. Сегодня мы разберем самый безумный рейтинг великих мудрецов. Готовьтесь удивиться их по-настоящему диким выходкам. Демокрита часто называли смеющимся философом. Он мог внезапно расхохотаться прямо посреди улицы. Прохожие искренне считали его сумасшедшим. Несмотря на то, что Демокрит создал теорию атомов, на фоне устройства Вселенной человеческая суета казалась ему смешной. Ради максимальной концентрации он уходил ночевать на кладбище и годами жил среди мрачных склепов. Ходили слухи, что он даже намеренно ослепил себя. Так философ хотел избавиться от внешнего шума и видеть лишь истину. Обеспокоенные горожане вызвали к нему знаменитого врача Гиппократа. Тот долго беседовал с местным безумцем. В итоге врач заявил: Демокрит — единственный абсолютно разумный человек в городе. А вот все остальные жители глупы и смешны. Демокрит прожил больше 90 лет. Его странности оказались вполне безобидной эксцентричностью. На 4-м месте у нас Кратет Фиванский. Он вывел отказ от богатства на новый уровень. Философ родился в невероятно богатой семье и унаследовал огромное состояние. Но однажды Кратет посчитал деньги тяжелой цепью. Они сковывали человеческий дух. Он просто выбросил все золото в море. Остальную недвижимость богач раздал горожанам. Затем Кратет надел рваный плащ и стал добровольным нищим бродягой. Мудрец ночевал на улицах, питался дешевыми подаяниями. Удивительно, но жители городов искренне любили его. За ним закрепилось прозвище «Открыватель дверей». Кратет без стука заходил в любой дом. Он делал это ради мудрого совета. Философ часто мирил ссорящихся супругов. Вскоре в него влюбилась богатая девушка Гиппархия. Ее родители были в настоящем ужасе. Они умоляли Кратета отговорить дочь. Философ встал перед ней и сбросил плащ. Он сказал: «Вот мое имущество, думай сама». Гиппархия не испугалась и бросила роскошный дом. Она ушла бродяжничать вместе с ним. Они стали первой парой философов-бродяг. Влюбленные абсолютно не стеснялись общества. Все естественные потребности они удовлетворяли на публике. Для них не существовало понятия стыда. Приватность они тоже полностью отрицали. Все естественное не должно скрываться от глаз. Это была радикальная демонстрация свободы. Кратет жил в гармонии со своей философией. Он был по-своему счастливым человеком, но Кратет хотя бы был добр к людям. А вот следующий философ пошел гораздо дальше. На 3-м месте у нас Пифагор. В школах нам рассказывали про его гениальные теоремы, но умалчивали о том, что он возглавлял мистический культ. Пифагорейцы жили закрыто и беспрекословно подчинялись своему пророку. Математика была для них не наукой, а религией. Пифагор верил в реинкарнацию и помнил прошлые жизни. Однажды он защитил избиваемую собаку, узнав в лае голос друга. Самым странным отличием математика была ненависть к богам. Он строго запрещал ученикам даже прикасаться к ним.
Философ верил, что бобы содержат души умерших людей. Съесть боб для него значило съесть голову родителя. Ученики 5 лет молчали перед личной встречей с учителем. Любые открытия, вопреки догмам культа, жестоко карались. Однажды ученика, доказавшего иррациональные числа, просто утопили в море. Легенда о смерти самого Пифагора звучит как трагикомедия. Когда на общину напали враги, философ бросился на утек, однако на его пути оказалось огромное бобовое поле. Пифагор остановился, отказавшись ступить на грядку и оскверниться. Враги настигли его на краю поля и убили. Но даже этот сектант уступает главному королю античного троллинга. Следующий философ превратил бытовые провокации в смысл жизни. Диогена мы поставили на почетное 2-е место. Он отверг цивилизацию, чтобы показать людям глупость их правил. Вместо дома философ жил в огромном винном сосуде на площади. Увидев пьющего из горсти мальчика, Диоген выбросил свою чашу. Он совершал непристойности прилюдно, призывая не стыдиться своего тела. На упреки в рыночном самоудовлетворении он мечтал также утолять голод. Днем он ходил по людным улицам с зажженным фонарем. На вопросы прохожих он отвечал коротко: «Ищу человека». Он постоянно издевался над другим великим мыслителем – Платоном. Платон назвал человека двуногим без перьев. Диоген ощипал петуха. Бросив птицу на пол, он заявил: «Вот платоновский человек». Но главный перформанс его жизни произошел при встрече с Александром Македонским. Великий завоеватель мира сам пришел к нищему бродяге. Александр встал над ним и предложил просить все, что угодно. Диоген, даже не поднимаясь с земли, ответил: «Не заслоняй солнце». Пораженный царь признался, что хотел бы быть Диогеном. Философ доказывал идеи не книгами, а шокирующим акционизмом. Он был главным античным троллем без авторитетов. Однако при своем эпатаже Диоген отлично понимал свои действия. Это было выверенное, протестное и глубоко осознанное поведение. Но наш сегодняшний победитель перешагнул даже этот край. Следующий философ буквально сжег себя дотла из-за нарциссизма. И абсолютный чемпион нашего рейтинга безумия — это Эмпидокл из Акраганта. Он был гениальным врачом, поэтом и естествоиспытателем. Он первым открыл 4 элемента — землю, воду, воздух и огонь. Но вместе с гениальностью в нем жил невиданный нарциссизм. Эмпидокл искренне уверовал, что он — настоящий живой бог. Он ходил по городам в золотом венке и бронзовых сандалиях. Толпы людей ходили за ним, вымаливая исцеление и пророчество. После исцеления безнадежной женщины его эго окончательно пробило небеса. Умереть от старости казалось слишком банальным для его уровня. Ему требовался грандиозный финал для вечного поклонения человечества. Эмпидокл решил таинственно исчезнуть ради мифа о Вознесении. Для этого он ночью поднялся на вершину действующего вулкана. Философ подошел к краю кратера и прыгнул в жерло. Он рассчитывал, что раскаленная лава полностью уничтожит его тело. Утром люди должны были обнаружить лишь пустоту на вершине, но у вулкана оказалось свое собственное чувство юмора. Всплеск газов выплюнул обратно одну из его бронзовых сандалий. На следующий день почитатели нашли на краю кратера обгоревшую обувь. Божественный перформанс мгновенно превратился в самый глупый самообман.
Вместо статуса бога он получил античную премию Дарвина. Шагнуть в бездну ради мифа — абсолютная вершина безумия. Никто в истории не смог превзойти уровень этой театральности. Эмпидокл получает безоговорочное первое место и золотую медаль. Истории этих 5 мыслителей легко списать на безумие. Но именно они заложили фундамент для современной науки. Их чудачества были лишь обратной стороной свободы мысли. Философы не боялись разрушать шаблоны своего времени, а жили на самом пределе человеческих возможностей. Не забудьте подписаться. Здесь оживают мифы и история.